Но если вы не думаете о будущем, то у вас нет настоящего. Мир достиг пика совокупного долга в 2020 году. Когда была создана вот эта двухуровневая модель банковской системы, функция создания новых денег, она была полностью отдана на откуп коммерческим банкам. Дополнительный долг трансформируется в реальную добавленную стоимость и устойчивый и высокий рост, из которого общество может далее черпать ресурсы. Если мы говорим о том, что монополия плохо, можно же дойти до того, что и полиция должна быть частной, и армия должна быть частной. Сектор находится внутри очень жесткой конкуренции, и вопрос о том, хотим ли мы это заменить монополией Центрального банка. Ни в коем случае. Вот это точно нет. Все всегда привыкли считать, что финансовая система, ее основа — это банки. Но такая система может быть сложной. Вот не проще ли ее заменить какой-то более примитивной, что ли, системой, когда есть один центральный банк, есть цифровые деньги, и все сразу стало просто. И в докладе встает вопрос о переходе к новой финансовой инфраструктуре. Открытый диалог. Международный проект, который объединяет экспертов, аналитиков и людей со всего мира, чтобы вместе понять, куда движется человечество. Доклад второго цикла проекта посвящен ключевым мегатрендам, которые уже меняют мир. Авторы фиксируют слом прежней модели глобализации, трансформацию финансовой системы и стремительное технологическое развитие. Демографические изменения и новые технологии меняют рынки труда, общественные институты и само понимание суверенитета. В новой реальности главным ресурсом становится человеческий капитал, способность человека учиться, адаптироваться и раскрывать свой потенциал. Но любой прогноз – это не окончательный ответ. Это приглашение к открытому диалогу. Александр, который уже к нам присоединился, насколько я понял, считает, что не нужно хранить старую систему, там большой еще потенциал ее использования. И мы когда обсуждали и доклад, и эссе, Александр сказал, что есть такая главная задача – это экономический рост. Это вообще самое главное, что может быть. С точки зрения экономики, главная задача не экономический рост, а благосостояние людей. А вот мы еще не перешли к обсуждению. Это вот сейчас оно начнется. Александр, правильно ли я передал тезисы? И что должно быть с нынешней финансовой системой? Я хотел поблагодарить Третий Рим за этот доклад. Действительно, не часто увидишь такой длинный взгляд на перспективы финансовой системы и собранные в одном месте, наверное, главные тренды, которые будут определять ее развитие и трансформацию в следующие 5-10 лет. Тем не менее, у меня есть 3 замечания к докладу. Первое — это критика традиционной финансовой системы. То есть вот то, что доклад называет традиционной финансовой системой, это двухуровневая система, где есть центральный банк наверху, который управляет, во-первых, правилами, во-вторых, ликвидностью. И под ним находится система коммерческих банков, которые на самом деле аллоцируют капитал и кредит по секторам экономики. Ей противостоит перспективная финансовая система, которая выглядит одноуровнево, то есть Центральный банк занимает в ней главную роль, выполняет все функции, и на периферии его находятся агенты, то есть некие небольшие финансовые организации, которые выполняют некие агентские функции. Если посмотреть на историю развития финансового сектора, развития финансов, глобальную и длинную историю, то эти названия не вполне удачные. Те одноуровневые финансовые системы, которые описываются в докладе, очень похожи на прото-древние системы с агентские системы, где центральные банки даже не были выделены по-хорошему из казначейства или Министерства финансов, и главная роль была как раз создание тогда физических, видимо, в перспективной системе цифровых денег, а на их периферии находились платежные агенты и буквально те небольшие организации, которые выполняли процессинговые простые функции. В XVII веке торговец на Нижегородской ярмарке вполне узнал бы эту одноуровневую финансовую систему как родную. Ему не нужно было бы слишком много объяснять, что это такое. Для него сюрпризом была бы текущая, более сложная двухуровневая финансовая система с банками. Думаю, что вот то, что мы называем традиционной финансовой системой, лучше называть современной финансовой системой. Мы ей должны многими инновациями на рынке финансовых продуктов, развитие рынка капитала, производных финансовых инструментов, а главное, снижение стоимости всех этих расчетов. Это более современная
версии системы, я думаю, что она и более эффективна, чем одноуровневая финансовая система. Вторая мысль, которая мне показалась удачной, но вызывает у меня вопросы тоже, это фокус доклада на долге. Действительно, уровень долга суверенного, коммерческого, долга домохозяйств растет. В последние годы растут и стоимость его обслуживания. Это новый тренд, которого не было 5 лет назад. До этого мы говорили о нулевых процентных ставках. С другой стороны, рост самого этого долга и процентных ставок, на мой взгляд, является симптомом, не проблемой. И не главным критерием, по которому мы должны оценивать качество или эффективность финансовых систем. Главная цель финансовой системы — это финансировать рост. Устойчивый, высокий рост, который дает государствам ресурсы для обеспечения безопасности социальных систем, который меняет нашу жизнь и поднимает уровень благосостояния людей. Мы увидим, что Китай растет, продолжает расти темпами в 5%, США выросли на 2%, и для экономики размером в 30 триллионов долларов это 600 миллиардов новой добавленной стоимости. То есть этот дополнительный долг трансформируется в реальную добавленную стоимость и устойчивый и высокий рост, из которого общество может далее черпать ресурсы. Маленькое замечание по сути к секции про долг состоит в том, что у читателя может создаться впечатление о том, что мы лежим на неустойчивой, взрывной траектории роста долга, неустойчивой траектории. На самом деле, сами данные доклада показывают, что это фактически не так. Мир достиг пика совокупного долга в 2020 году из-за большого бюджетного импульса и очень мягких кредитных условий. С тех пор, 5 лет, уровень долга глобальный сокращается. Последнее и самое важное — это полностью мое личное мнение, но мне кажется, что оптимизм доклада относительно цифровых валют в центральных банках не обоснован. Мое впечатление состоит в том, что цифровые валюты центральных банков — это решение, которое пытается найти свою проблему, найти задачу, которую она может решить. У нас есть идея, мы пытаемся найти задачу под нее. Эта задача, для справедливости, надо сказать, существовала. Если мы вернемся к истокам времени, когда в 2020 году сама идея цифровых денег зародилась, то у нее было приложение. Я думаю, что главных мотивирующих предложений или стимула было 3. Первое — эпидемиология. Когда наличные деньги вызывали опасения относительно обращения с ними. Казалось, что нам нужна какая-то цифровая альтернатива, которая поможет нам избежать вот этого эпидемиологического риска. Вторая проблема — это опасения центральных банков относительно конкуренции со стороны того, что они называли денежными суррогатами. Крипта, стейблкоины и так далее. Центральным банкам казалось, что нужно незамедлительно предложить альтернативу государственную вот этим денежным суррогатам. Третье, и это тоже крайне важно, когда центральные банки задумывали идею цифровых валют, ставки были нулевыми и отрицательными в реальном выражении. Идея того, что предприятия и домохозяйства будут хранить существенную долю своих сбережений, ликвидную часть своих сбережений под нулевые ставки в цифровых валютах, выглядела правдоподобной, она не вызывала вопроса. Сегодня в мире, когда реальные ставки положительны практически везде, рассчитывать на то, что у частного сектора будет существенный спрос на актив с нулевой доходностью при двузначных, в нашем случае, реальных ставках, довольно сложно. Поэтому трансформационный эффект цифровых валют центральных банков, мне кажется, мог бы реализоваться, если бы сама идея реализовалась очень быстро. Прошло 6 лет, у нас огромное количество теоретической литературы, бумаг о том, как мы будем регулировать цифровые валюты центральных банков, и есть даже прототипы, но широкого использования, которое позволило бы нам сделать выводы о том, что на практике они приносят ту пользу, на которую центральные банки рассчитывали, просто нет. Говорили классики экономической науки, любой институт — это одновременно и пчела, и саранча. То есть он несет какое-то благо, но для того, чтобы вкусно кушать и хорошо жить. Да? Никакие институты не существуют ради какого-то общего блага, они в первую очередь существуют ради себя. И надо задаться вопросом, вот та финансовая система, которая у нас
сейчас окружает, который является неким таким хребтом и глобальной экономики, и экономики нашей страны, она больше пчела или больше саранча? Да, потому что если посмотреть, и в докладе там приводятся цифры, сколько стоит американская финансовая система, российская финансовая система экономики. Мы понимаем, что финансовая система, она несет две основные функции. Это посредничество и функция управления аллокацией капитала, распределения капитала в экономике. Если капитал распределяется эффективно, то экономика быстрее растет, есть больше пространства для роста качества жизни людей, для роста благосостояния людей. Так вот, то, что мы наблюдаем в последнее время, что действительно функция и проявление финансовой системы как саранчи, оно становится все больше и больше. Да, я всегда задаюсь вопросом, в том числе как человек, который раньше отработал в банках, что же такое делают банкиры, что они должны получать в разы больше, чем инженеры, чем врачи, чем другие высококвалифицированные специалисты. Поэтому первый вопрос, первый момент, что если финансовая система не будет меняться, не будет трансформироваться, то она в этом плане обречена на умирание в той форме, в которой она есть. Из-за того, что она очень дорогая и очень несет высокую нагрузку, вот эти вот издержки ее функционирования очень высокие для экономической системы. Второй момент, который связан с долгом, тут история-то с чем связана, что когда была создана вот эта двухуровневая модель банковской системы, функция создания новых денег, печатания, скажем так, новых денег, она была полностью отдана на откуп коммерческим банкам. И косвенное последствие этой функции, то, что для долгосрочного развития экономики необходима выдача кредитов частному сектору, государственному сектору. То есть это один из базовых источников роста денежной массы и расширения экономической активности в целом. И в текущей модели без нового кредита расширение экономики, оно просто невозможно по самому определению. Но у этого механизма есть очень большие проблемы. Да? Долг это имеет всегда обратную сторону, это актив. То есть если, чтобы с одной стороны было у кого-то долг, то кого-то должно накапливаться активы. И мы видим, что вот создание денег именно таким образом ведет к долгосрочному расслоению общества. То есть идет накопление активов у одной части общества, другая часть общества, и в том числе в лице государств, накапливает долговые обязательства. Это очень серьезно меняет долгосрочную структуру доходов. Поэтому, смотря в будущее, очевидно, что финансовая система, которая, с одной стороны, несет очень высокие издержки для функционирования экономик, с другой стороны, ведет к очень серьезному расслоению в обществах, поляризации общества и другим проблемам, это просто конструкция вся неустойчива, она не может идти вечно. И явно ей на смену должно прийти. Вот вопрос, что придет? Цифровые инструментарий цифровых валют центральных банков чем? Какой особенность имеет? То, что он забирает монополию на производство денег опять на уровень государства. А это означает, что создание денег возможно без расслоения с точки зрения активов. Совсем другой подход, и очевидно, что эта функция решается. Понятно, что государство не сможет справиться единолично с функцией аллокации капитала. Да? Здесь эта система только работает тогда, когда на более низких уровнях в частной экономике такие решения принимаются. Кто-то оценивает кредитные риски, кто-то оценивает акционерные перспективы тех или иных направлений и принимает решения, несет за них ответственность с точки зрения предоставления финансовых ресурсов. Но дальнейшая эволюция тех же цифровых валют центральных банков, она может позволит это сделать. Но, еще раз повторю, главная проблема не в новых инструментах, главная проблема в том, что старые инструменты стали слишком дорогие и ведут уже к необратимым последствиям для общества. Та поляризация, которую мы видим в политическом спектре, она во многом является следствием того, как функционирует финансовая система. В этом проблема. И на это надо найти решение. Это то, над чем открытому диалогу еще предстоит работа в дальнейшем. Я хотел бы согласиться с тем, что большинство тезисов, они полностью верны. Устойчивая система определяется ее эффективностью. Неэффективная система не выживает. Это не какая-то особенность финансового сектора. Это особенность любого сектора, которых было достаточно и которых с нами нет просто потому, что они не выжили, а потому что они оказались неэффективнее. Чувствует ли финансовый сектор конкурентное давление? Безусловно, безусловно. Я бы разделил здесь несколько вещей. Первое. Центральный банк может
играть гораздо более активную роль в управлении направлением кредита и предоставлении инструментов сбережения без цифровых денег. Это, в принципе, возможно уже и текущими способами. Ну, а зачем Центральному банку влезать в процесс управления кредитом с точки зрения, кто конкретный заемщик, какой кредит должен получить, на каких условиях? Мне кажется, это то, что в любом случае должно оставаться на уровне частной экономики. В принципе, примеры в современной истории прямых счетов населения в Центральном банке, они на самом деле есть в современной истории Восточной Европы. Там в отдельных центральных банках Восточной Европы была возможность до созревания банковского сектора для домохозяйства пойти открыть счет в Центральном банке. Эквивалентом этого, наверное, в Советском Союзе была возможность открыть счет в сберегательном банке СССР и иметь, по сути, эквивалент, может быть, не цифрового рубля, но прямого счета на балансе государства. Второе, проблема неравенства — это одна из важнейших проблем, на мой взгляд. Долгосрочная устойчивость государства, справедливости социальной системы и так далее. Меня беспокоит то, что зачастую мы недооцениваем, насколько эти проблемы лежат за пределами финансовой системы. И пытаемся, смотря на финансовую систему, решить проблемы, которые связаны с промышленной политикой, ростом производительности, конкурентоспособности и так далее. Значительная часть вопросов, которые касаются равенства распределения доходов, это вопросы налоговой системы, которые не уйдут при создании цифровых денег центральных банков. Это понятно, что проблема неравенства, здесь я абсолютно согласен, она гораздо шире. Но просто в чем проблематика, еще раз, двухуровневая банковская система и та модель, она же не так давно существует в мире в целом. Это, по сути, сколько есть, 100, может быть, чуть больше. Феномену экономического роста тоже порядка 200 лет как максимум. Пока у вас уровень долга в целом в экономике более-менее невысокий, это не так заметно, и понятно, что эта система в самом начале давала максимально большой эффект. Но сейчас, когда я говорю не только о государственном долге, я говорю о долге в целом, когда либо обязательно государство должно занимать, либо частный сектор должен обязательно занимать, это означает, что вот этот рост активно составляющий баланса, он очень серьезный. Вот я прошу Елену Веревочкину, которая там отдельно написала эссе про роль Центрального банка и про цифровые валюты. Елена, если можно, ваш вопрос сразу к обоим спикерам. Не считаем ли мы, что монополия, как финансового рынка или любая другая монополия, это утопия? И даже при наличии технологических предпосылок, таких как развитие технологий блокчейна, смарт-контракты, распределенные реестры или, например, цифровые активы, даже при наличии этих технологий, которые позволяют сделать центральный банк, по сути, не только заниматься мегарегулированием, но и сделать его монополизатором этого рынка. Так вот, я считаю, что при всех обстоятельствах нам нужно максимально уходить от любой монополии. Да, на самом деле я во многом согласен. Монополия зачастую, не всегда, сейчас я скажу об этих моментах, монополия зачастую это всегда символ неэффективности, символ проблем и так далее. В этом плане мотивация, вот мы об этом говорили в первой части нашей дискуссии, мотивация у экономических агентов должна сохраняться. Если эту мотивацию они теряют, никакого движения вперед не будет. В этом плане на всех уровнях экономической системы, конечно же, должна сохраняться мотивация. Но первый тезис — это то, что есть области, где отсутствие монополии было бы большой проблемой. Например, монополия государства на применение силы. Давайте, если мы говорим о том, что монополия плохо, можно же дойти до того, что и полиция должна быть частной, и армия должна быть частной. Вряд ли мы придем к какому-то хорошему результату. И второй момент. Монополии в частном секторе, если монополия государственная, главный риск — это неэффективность, то монополия частная — это в первую очередь злоупотребление и концентрация прибыли на монополисте. И вопрос. Мы же говорим о том, что в настоящий момент времени существует монополия у частных банков на
создания новых денежных средств. Это факт, это тот мир, в котором живет и Россия, и другие страны все последние десятилетия. И мы задаемся вопросом, хороша ли эта монополия? Соответствует ли уровень дохода в финансовой сфере тому вкладу людей, которые они дают в развитие экономики? Да, понятно, этот вклад очень важен. Да, понятно, те решения, которые они принимают с точки зрения аллокации капитала, финансирования тех или иных проектов, это всегда очень важное решение. Но обуславливают ли они такой дифференциал доходов? Поэтому вот этот вопрос разделения, кто чем должен заниматься и сколько за это получать из экономического дохода, создаваемого в обществе, это вот тот вопрос, на который нужно будет найти ответ. Я 2 слова добавлю. Я полностью согласен, что важно определить периметр монополии. Например, есть рациональная монополия, когда центральный банк устанавливает ключевую ставку. Это решение распространяется на весь сектор, на всю экономику. Это монопольное решение, это не какой-то консенсус частного сектора. Но важно понимать, мне кажется, что мы здесь немножко называем монополией текущей возможности банковского сектора создавать деньги, тогда как я полностью согласен, что сектор состоит в условиях не просто конкуренции, а жесткой конкуренции за каждого клиента, за каждое решение и за каждую, на самом деле, минуту, проведенную в приложении. То есть здесь сектор находится внутри очень жесткой конкуренции, и вопрос о том, хотим ли мы это заменить монополией Центрального банка... Ни в коем случае. Вот это точно нет, потому что, еще раз, мы видим то, что российский финансовый сектор действительно один из самых удобных, комфортных и создал одни из самых лучших сервисов. И понятно, что те, кто создают такие сервисы, должны быть высокооплачиваемыми специалистами, потому что это улучшает жизнь людей драматически, да, и очень здорово, и вот это надо обязательно сохранить. Вопрос, что помимо этой функции пчелы, как я сказал в начале, есть еще очень большая функция саранчи. Вот нам нужно найти тот подход, когда пчелиная функция будет оставаться, а функцию саранчи мы будем ужимать и уменьшать.